Новые отношения, старые проблемы. Как разорвать этот замкнутый круг? Первый момент, я предлагаю еще раз подумать о том, представить себе, что то, что сейчас происходит в вашей жизни, это ваш сон. Вот буквально ночью нам всем снятся сны. Кто-то помнит, кто-то не помнит, но каждому человеку каждую ночь снится сон. И вот все, что есть в вашем сне, это то, что создано вашей психикой. Там нет внешних вещей, людей, событий. Там есть внутреннее. Да, то есть все, что есть, вам снится, например, поезд, в поезде 10 пассажиров, собака, кот, чемодан и так далее. Это все создано с чего? С вашего психического материала. Это соткано вашим воображением. Это соткано вашей психикой. И наверняка, как-то странно будет сказать, почему этот поезд в моем сне какой-то такой старый, нехороший, обтрепанный. Или почему этот мужчина в моем сне такой агрессивный. Это ваш сон. И если вы создали такого мужчину, или такой поезд, или такую собаку, вы создали такую ситуацию. Это банальные достаточно вещи, и я думаю, что вся моя аудитория, мои подписчики, вы это 100 раз слышали, знаете и так далее. Но фокус в том, что когда мы попадаем в эмоционально сложную для нас ситуацию, вот эти все знания, они уходят. И очень важно постоянно себя к этому возвращать, что это мой сон, мои отношения, это мой сон. Если сон повторяется, это о чем говорит? Вот опять же, в реальности, да, если человеку снится один и тот же сон, психологи профессиональные знают, что это важная информация, которую бессознательное пытается донести и никак не может. Человек не слышит этого. И сон повторяется, потом могут какие-то внешние события, аналогичные сну, происходить для того, чтобы донести все же эту информацию. Так вот, повторение тех же проблем в новых отношениях, это как будто бы такой повторяющийся сон. Опять снится одно и то же. Это значит, что какая-то часть вашей души к вам стучится, и вы так ее пока не видите, не открываете ей двери, пока вы проецируете ее вовне, то есть это он такой, или отношения такие, или там свекровь моя такая, или еще что-то такое, да? То есть пока работает механизм проекции или проективной идентификации, это когда какие-то неугодные мне части, которые я не могу принять по тем или иным причинам, да, я вижу в других людях. И скорее всего, когда вы уходили из одних отношений, завершали одни отношения, переходили к новым отношениям, вот эти проекции, они не были до конца проработаны. То есть, часто бывает так, что особенно, да, женщины, которые осознанные, которые работают с психологом, в тренингах, занимаются личностным ростом, они все эти вещи понимают и понимают, да, это мои там, то, что происходит в отношениях, это мои проекции, это вот зеркало моего внутреннего мира и так далее. И вот на каком-то уровне это осознается, но на более глубинном все равно проекция сохраняется. И так вот, знаете, если женщину, в какой-то такой легкий транс ввести, да, какие-то верхние слои сознания отключить, она скажет, он виноват, он плохой, он там, не давал мне жизни, он не хотел развивать отношения и так далее. То есть все равно, да, вот это в нем видится, во мне видится. И тогда, понятно, следующие отношения, они начинают это же отражать, и получается вот ситуация, когда отношения новые, а проблемы те же. Что с этим делать? Первое, да, еще раз осознать это как осознать, подумать об этом как о некой то есть увидеть позитивные аспекты этого. Он в том, что любая ситуация, еще раз сейчас говорю банальные вещи, но там, где мы падаем, регрессируем в какие-то ранние эмоциональные состояния, мы это забываем. Любая ситуация есть зеркало. И ваши отношения, они просто показывают то, что еще пока внутри вас есть. Да? С чего можно начать?
Подумайте, можете выписать, какие основные внутренние состояния вы проживаете в этих отношениях. То есть, другими словами, декорации для каких состояний вы себе создаете этими отношениями, зачем вам это, да, что вы там проживаете. Потому что состояние первично. И все, что мы создаем в своей жизни, мы создаем для того, чтобы прожить некое состояние. Опять же, аналогия со снами. Как формируются сны? Есть внутренние переживания, какое-то внутреннее состояние, и сон создает декорацию. Точно так же в жизни. Просто сны, они более творчески свободно это делают, да, это декорации могут быть какие-то фантастические с точки зрения нашего реального мира. В реальном мире так все более спокойно и все более в рамках, но принцип один и тот же. Состояние внутри есть, и оно требует создавать внешние декорации, где это состояние будет прожито. Так вот, для проживания каких состояний вы создаете вот такой тип отношений? Буквально задайте себе этот вопрос и выпишите рукой. Это всегда какие-то, ну, одно центральное или два-три таких основных состояний. И дальше, опять же, задайте себе вопрос, что если, да, я буду чувствовать себя по-другому? Например, в этих отношениях я чувствую себя всегда брошенной. Да, вот, что меня постоянно бросают, ну, не буквально, но вот мне не дают внимания, мне не дают то, что я хочу, я себя чувствую одинокой, брошенной, ненужной. Ну, есть такое брошенность, да, вот центральное состояние брошенность. А что, если я как-то по-другому буду себя чувствовать? По-другому это как? Вот попробуйте внутри это помоделировать, да? И наблюдайте, что происходит. Вот если не брошенной, то какой? Как это себя вот так чувствовать как-то по-другому? Да? Попробуйте буквально тренировать это состояние. Ну, по сути, это то, что происходит в терапевтической работе, для этого как раз и работают психологи, но какие-то первые шаги вы можете самостоятельно пробовать и возвращайтесь к этому новому состоянию каждый день. Можете сделать тоже себе такое упражнение, например, каждый день по 10 минут в это состояние входить. Как это? И наблюдайте, да, насколько это легко, нелегко, что будет подниматься, какие будут внутри там, возражения и так далее. Много всего будет происходить. Но нам всегда кажется, что вот будет у меня хороший мужчина или будут у меня хорошие отношения, и тогда я буду чувствовать себя любимой, там, не знаю, в центре внимания, нужной, еще какой-то. Но секретный секрет, для многих не секрет уже, да, заключается в том, что все ровно наоборот. Когда у вас внутри есть это состояние, как это быть любимой, быть нужной, быть спокойной в отношениях, да, и вот это состояние начинает постепенно формировать новую реальность.